Ты смотришь гайд для новичков в игре Albion Online. Расскажу полезную информацию, которая тебе пригодится. Рекомендую пройти обучение, оно недолгое. Его можно пробежать за 30 минут и понять начальные основные игровые элементы в игре. Далее, после обучения отправляйтесь на материк. Выбирайте любую локацию. Принципиальной разницы в них нет. Стартовую локацию можно всегда поменять. Чтобы это сделать бесплатно, вам нужно снять с себя снаряжение и освободить инвентарь. Лучше всего все полностью продать на аукционе. Далее подходим к планировщику путешествий абсолютно голым, тогда с вас не возьмут плату за перемещение в другую стартовую локацию. Не переживайте, в новой локации у аукционера вы сможете приобрести снаряжение. По прибытию подойдите к командиру и активируйте обязательно премиум на 3 дня. С помощью премиума вы будете прокачивать все навыки вашего персонажа быстрее в 2 раза. В Альбионе нет жесткой привязки навыков и снаряжения к персонажу. Тут вы можете играть одним персонажем во всех направлениях. Всего их 3. Первое направление – боевое. Оно включает в себя владением разного типа оружия и брони. В Альбионе можно комбинировать снаряжение. Например, одеваете тяжелый доспех с кожаным шлемом, тканевой обувью и магический посох. Вся суть заключается в подборе нужных навыков и характеристик под определенные задачи, так как каждый предмет содержит в себе уникальные умения и параметры. Исходя из этого, вы будете формировать свой билд. Снаряжение прокачивается легко. Нужно сражаться с NPC. Если вам не понравится или надоест оружие, которое вы сейчас используете, то в любой момент можно поменять его на другое. Пока у вас действует премиум, рекомендую прокачать все оружие и броню до Т3 уровня включительно. Прокачиваться лучше во мгле. Вам нужно найти огонек, который откроет портал. В начале развития вашего персонажа рекомендую открывать порталы в желтых зонах. Прокачка там будет безопаснее. Во мгле есть разные игровые активности. Например, когда вы там находитесь, периодически смотрите на карту. Если увидите, что появился сундук, то скорее спешите туда. Из него вы достанете книги славы или по-простому книги на опыт для вашего снаряжения. Если никого из игроков не будет рядом, то вам не придется драться за сундук. Также во мгле активируйте фонари, с них тоже получите опыт. Нахождение в этой специальной локации ограничено по времени. Если вы хотите задержаться подольше, то в самой мгле вам также нужно искать огоньки. Они заново откроют портал. Огоньки бывают разные. Смотрите внимательно на их размер. Если вы играете в одного и у вас слабый гир, то нужно активировать обычные огоньки маленького размера. На них так и будет написано «Редкость обычная». Маленькие огоньки рассчитаны для соло-прохождения. Второе направление – собирательство. В игре есть ресурсы, которые вы можете добывать. Они также имеют уровни, и их добычу можно прокачивать. Ресурсы понадобятся для крафта предметов. Также их можно продавать на аукционе. Прокачать безопасно собирательство до Т3 включительно можно в синих и желтых локациях. В желтых локациях на вас могут напасть игроки, но в случае проигрыша вы сохраните свое снаряжение. По поводу цветовой классификации зон поговорим позже. Итак, открывайте карту, выбирайте локацию и смотрите в верхней части информацию, какими ресурсами и уровнем ресурсов обладает данная территория. Для быстрой прокачки нужно найти участок, где сосредоточено много ресурсов. Здорово, когда маленькая территория имеет много ресурсов разного вида. Тогда можно сосредоточиться на этом участке, а не бегать по всей локации в поисках ресурсов. С собой берите много инструментов всех видов, сумку и быка. Бык вам позволит вместить большое количество добытых ресурсов. Когда вы слазите с быка или с другого транспорта, то вокруг него есть специальная зона. Визуально появится белая линия в форме круга. В этой зоне добытые вами ресурсы распределяются по грузоподъемности на вашего быка. Если вы выйдете из этой зоны, то бык пропадет, и весь груз полностью распределится на вашего персонажа. Будьте осторожны, так как без быка можно оказаться с перегрузом возле врагов.
Ваш персонаж двигается медленнее в зависимости от степени перегруза. Меня так подловили ПКшники в красной зоне, где при смерти от других игроков мой персонаж потерял все снаряжение и содержимое в инвентаре. Когда убили моего быка, я оказался в невыгодной ситуации с перегрузом и не смог убежать, ведь бык передвигается медленнее лошади, а опытные ПКшники легко догоняют быка. Вообще, даже против вражеских NPC, а не только игроков с сильным перегрузом, будет крайне затруднительно сражаться. Поэтому за этим состоянием следите внимательно. Третье направление – крафт. В городах есть мастерские, где вы можете создавать предметы и перерабатывать ресурсы. В мастерской обратите внимание на первую букву. Вы сейчас видите в начале заголовка Т8. Это означает, что можно создавать предметы до 8 тира включительно. Albion Online – PvP направленная игра. Тут, когда вы умираете в специальных регионах, вы теряете все ваше снаряжение, одетое на персонажа и содержимое в инвентаре. Обращаю ваше внимание, что в данной игре, когда ваш персонаж умирает, вам не нужно прокачивать все навыки заново. Ваш прогресс прокачки навыков сохраняется. В игре есть зоны, они имеют цветовое обозначение. Синяя зона самая безопасная. В ней нельзя воевать в PvP режиме с игроками. В этой зоне можно сразиться с игроками только если вы участвуете в фракционных войнах. Если вы проиграете в фракционном сражении, вся экипировка сохранится. В желтой зоне можно активировать PvP режим, но при смерти вы также сохраните всю экипировку. А вот в красной и черной зоне, если вас убьет другой игрок, то вы потеряете все, что на вас одето, и все содержимое в инвентаре, кроме запасов серебра. В городе можно ремонтировать снаряжение в мастерской, у аукционера и на складе. У склада вам нужно переместить предмет в хранилище, тогда вы сможете его починить. На аукционе можно приобрести усиленные предметы. Например, вы открыли Т4 топоры и хотите их купить. В аукционе выбираем Т4 топор, и есть еще две вкладки с чарами и качеством. Чары и качество усиливают характеристики предмета, причем существенно. Таким образом, можно взять Т4 топор со вторым уровнем зачарования и хорошим качеством. Данный топор будет сильнее, чем обычный стартовый Т5 топор. Следовательно, таким способом можно усилиться для определенных задач. И это поможет обойти ограничения вне возможности использования следующего тира из-за того, что оно у вас еще не прокачано. Единственное, такие предметы стоят дорого. И чем выше тир, тем дороже стоит предмет с наилучшим зачарованием и качеством. В игре есть возможность ускорить прокачку боевого направления. Для этого нужно купить специальную сумку, которая будет забирать ваше серебро при убийстве NPC врагов. Зато с помощью нее вы будете получать больше опыта. Я с такой сумкой быстро прокачал тяжелые доспехи до Т5 тира, примерно за час или полтора без премиума статуса. Правда, за такую быструю прокачку я потратил много серебра. Сейчас точно не вспомню конкретную сумму, но примерно это было около 300 или 400 тысяч серебра. Данная сумка доступна с Т4 тира. Вы можете осмотреть игрока, в чем он одет. Для этого выделите его и нажмите на Y. Таким способом можно оценить его мощь. Но будьте аккуратнее, так как игрок может поменять свою экипировку на более сильную. Я заметил, таким образом некоторые игроки вводили меня в заблуждение и перед PvP успевали переодеваться. Режим PvP активируется в верхнем левом углу. Активация занимает некоторое время, и вы не сможете его выключить сразу после применения. Нужно будет подождать 15 минут. Это сделано специально, чтобы в желтых и красных зонах игроки заранее видели потенциальную угрозу. Всегда периодически посматривайте в нижний правый угол. Там будет отображаться, сколько игроков на локации в PvP режиме. Также будьте готовы к неожиданному нападению из невидимости. На меня нападали из инвиза. Я долго фармился на локации и видел, что на карте отображается PvP игрок. Но визуально мы не пересекались.
В итоге он меня подловил в невидимости, когда я сражался с NPC-монстрами и был сильно битый. Естественно, он меня победил, поэтому в этой игре не рассчитывайте на честное PvP. Кстати, в черных зонах все игроки находятся всегда в PvP режиме. Мой выпуск подошел к концу. Победа – это еще не все. Все это постоянное желание побеждать. Благодарю за просмотр. Всем пока.